Своей радостной новостью я с вами поделилась. Почему я решила сейчас снять это видео? Это анонс следующего раздела, который я уже открываю. Этот раздел касается здоровья и лечебных столов по Певзнеру. На почту мне пишут очень много вопросов. Натали, какая должна быть диета при гастрите, почему во время диеты возникают запоры. Я буду преподносить вам информацию именно ту, в которой я уверена на все 100%. То, что я вам рассказываю, то, что я вам показываю, это проверено личным опытом, опытом моих знакомых, моих друзей. Еще раз повторюсь, что я против каких-то кето-диет, монодиет, интервального голодания. Я это все прошла, я об этом рассказывала, повторяться не буду. Сейчас я хочу открыть раздел здорового питания. Мануил Исакович Певзнер – это русский советский терапевт еврейского происхождения. Он является одним из организаторов Института питания, один из основоположников диетологии и клинической гастроэнтерологии в СССР. Умер он в 1952 году, но до сих пор его системой питания пользуются не только в России, но и в странах СНГ и во всем мире. А диета Певзнера – это система диет, разработанная советским ученым. Применяется она при лечении ряда различных заболеваний. Данная система обеспечивает индивидуальность лечебного питания для людей с различными заболеваниями. Каждая диета называется столом и имеет свой индивидуальный номер. Некоторые диеты имеют несколько вариантов, про них я вам тоже расскажу. Эти варианты обозначаются буквами в основном номере диеты. Особую группу диет составляют нулевые или по-другому хирургические диеты, а также специальные разгрузочные дни. Итак, нулевой стол назначается людям, которые перенесли операцию на органы пищеварения: кишечник, желудок. Первый стол с различными вариациями, он назначается людям, у которых уже это обострение затихает. И также первый стол предназначен для людей, у которых гастрит с повышенной кислотностью. Второй стол, диета стол номер 2, она назначается людям с гастритом, у которых наоборот пониженная кислотность, а также назначается людям, у которых хронические колиты, но не в стадии обострения. Третий стол назначается людям, страдающими хроническими запорами, правильно говорить, атоническими. Четвертый стол, диета стол номер 4 по Певзнеру, назначается людям, наоборот, у которых диарея. Это острые заболевания кишечника и какие-либо инфекционные заболевания в период продолжающегося поноса. Там также существуют подгруппы: стол номер 4А, 4Б, 4В. Допустим, 4А, он назначается пациентам, у которых колиты с преобладающим процессом брожения кишечника. Стол 4Б назначается людям, страдающим хроническими колитами, которые находятся уже в стадии затухания обострения. А стол номер 4Б, он назначается людям, которые уже выздоравливают и плавно переходят просто на правильное питание. Диета стол номер 5 по Певзнеру назначается людям, которые имеют заболевания печени, желчного пузыря, а также желчевыводящих путей, но вне стадии обострения. Что касается пятого стола, он точно так же разделен на подгруппы. Диета стол номер 5А, он предназначен людям, которые страдают таким заболеванием, как хронический панкреатит. Следующий стол по порядку у нас идет стол номер 6. Этот диета стол предназначен людям, страдающим такими заболеваниями, как подагра, почекаменная болезнь с отхождением камней из почек и почечно-каменная болезнь с отхождением камней, которые состоят преимущественно из уратов. Стол номер 7 также назначается людям, которые страдают хроническими заболеваниями почек, но у которых нет еще хронической почечной недостаточности. Стол номер 7А, подгруппа его, она назначается людям, у которых протекает болезнь остро, то есть идет обострение, ну, допустим, как хронический нефрит.
А стол 7Б, он уже назначается людям, у которых идет затухание этой болезни. То есть сначала, если у вас, не дай бог, случился приступ, назначается стол 7А для того, чтобы купировать эти боли, привести организм в порядок. Как только у вас болезнь затихает, вас переводят на стол 7Б. Стол номер 8, он предназначен людям, страдающим таким заболеванием, как ожирение. Вот как раз таки мы его и использовали. И вообще, знаете, так интересно. Сначала мы сидели на 8-м столе, хотя я вам говорила, что у меня хронические заболевания всевозможные были до этого, но я сразу взялась за 8-й стол. И как-то начала это все дело регулировать, чего-то меньше, чего-то больше. Даже не подозревала, что это какой-то стол, чисто на интуитивном уровне, а потом, когда начала читать, я ахнула. Что касается моего мужа, да, то, что я вам говорила, диабет, там тоже довольно-таки все просто. В принципе, все эти столы, они чем-то схожи. Ну, есть какие-то отличия, да, но они незначительные. А у моего мужа самое главное, это надо было понять, какие продукты ему можно, какие нельзя. И самое главное, это считать хлебные единицы. Так вот, стол 8, он назначается людям, которые страдают ожирением. Ожирение бывает разной степени, но стол 1. 9 стол, про него я уже сняла передачу, смотрите подсказку. Он назначается людям, которые страдают таким заболеванием, как сахарный диабет. Я вам расписала, какие продукты можно, какие нельзя. Примерный рацион, норма хлебных единиц, поэтому люди, страдающие таким заболеванием, как сахарный диабет, я вам обязательно рекомендую посмотреть этот стол более подробно. Это готовый материал, который у меня есть. Стол номер 10 назначается людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой и с недостаточностью кровообращения, то есть у кого густая кровь. Стол номер 11 назначается при туберкулезе легких, костей, лимфатических узлов, суставов при нерезком обострении или затухании. Также людям, у которых истощение после инфекционных заболеваний. Это люди, которые перенесли операции, какие-то травмы и получили по какой-то причине инфекцию. Стол номер 12 назначается людям, у которых имеются функциональные заболевания нервной системы. Ну, это, к примеру, такие заболевания, как неврастения, истерия, заикание, функциональные гиперкинезы, астенические неврозы и так далее. 13 стол назначается людям, у которых острые инфекционные заболевания. 14 стол назначается людям, у которых мочекаменная болезнь, фосфатурия. А 15 стол – это стол общий. Это всевозможные различные заболевания, которые особых диет не требуют. Ну, по-другому можно сказать, что 15 стол – это просто стол правильного питания. Ну что, дорогие мои любимые, зрители, которые усердно у нас худеют, зрители, которые хотят поправить свое здоровье, и они обязательно поправят. Я сделаю все возможное для того, чтобы вы это сделали. Самое главное у нас самодисциплина, как я всегда говорю, да, и желание помочь самому себе. Научитесь себя уважать, любить свой организм, и тогда у вас обязательно все получится. Я вам анонсировала следующий раздел, сделала маленький анонс, маленькую рекламу. Ждите следующие выпуски «Диета столы» по Певзнеру, где у нас будет четко все по списку, и в любой момент вы всегда можете войти в этот плейлист для того, чтобы найти, подчеркнуть для себя нужную информацию. Это будет некий справочник или некое руководство к действию. Я очень-очень рада вас была видеть. Спасибо вам большое за ваше внимание, за уделенное мне время. Новые зрители, если интересно, приглашаю в гости, подписывайтесь на мой канал, оценивайте мою работу, помогайте развитию моего канала и ставьте лайки. Я с вами прощаюсь, всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.